Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, не поедет на переговоры с Великобританией, Францией и Украиной в Лондон. И многие так говорят: елы-палы, а что же это, все пропало? Нет, это значит не то, что все пропало, абсолютно нет. Значит, это значит, что обо всем уже договорились, и его присутствие там просто тупо не требуется. Там будет посредник, Килок, кто-то из американских дипломатов второго звена, возможно, Витков будет. Вот, то есть посредники будут со стороны Соединенных Штатов Америки. С нашей стороны, я уже говорил, это будет Сибига, Ермак и Полиса. Еще, может, кто-то будет. Ну и Великобритания, Франция, по всей видимости, министры иностранных дел. Значит, по всей видимости, уже более-менее обо всем договорились, и подлежать будут обговору технические моменты, на которых этот самый Рубио уже и не нужен. Вот так вот. Но я это воспринимаю так, и скорее всего на 99% это так и есть. Надо сказать, что Пуйло сегодня снизило свои ставки, снизило свои требования. Раньше, если вы помните, было совершенно шизоидное требование денацификации, демилитаризации, установления предельной численности ВСУ и так далее. Оно уже это ничего не требует. Оно уже предлагает заморозить войну по нынешней линии фронта. Ну, как-то так. То есть нынешняя линия фронта — это то, что я вам и говорил, к сожалению. По-другому сейчас не получится. В силу 1001 причины. Войну, конечно, надо останавливать, никто с этим не спорит. Мы будем недовольны, конечно, мягко говоря. Да, ну ладно, бог с ним. Еще один момент. По поводу признания Крыма российским. Я не знаю, собираются Соединенные Штаты Америки признавать Аляску российской или не собираются. Но вот что по поводу Крыма сказали в Евросоюзе официально, что никогда ни при каких условиях, ни при каких договоренностях не признают Крым российским. И еще один момент очень важный: в Евросоюзе, по крайней мере сейчас, утверждают, что санкции с России снимать не будут, ввиду того, что не исчезли причины, по которым они введены. То есть оккупация украинского Крыма, Донецкой, Луганской, части Херсонской, и вы знаете, части Запорожской области, и вот таким вот образом. То есть, покуда не исчез предмет, из-за которого введены санкции, Европа, соответственно, выводить их не собирается. Вот так. И это уже было передано американцам. Судя по всему, Пуйло тоже знает об этом и уже с этим смирился. Не выдвигает больше никаких вот этих дебильных требований. Но он и так доволен, ребята, он откусил от нас огромный кусок территории, понимаете? Чего бы ему быть недовольным? Он 9 мая расскажет своим вот этим вот сумасшедшим ватопитекам, как он расширил Россиюшку. То, что они там в свою псевдоконституцию вписали 4 наших, уже 5 наших регионов, он забудет, скажет: вот зато, допустим, там Трамп признал Крым, российским, или еще что-нибудь, чушь какую-то типа этого впорят, ватопитеки будут хлопать ушами, кричать ура. Вот эти вот миллион уконтропупленных чмобиков на фронте забудутся за 5 минут. Их будут гонять с папертью у церквей, чтобы они там не клянчили безрукие, безногие, чтобы они там не клянчили там милостыню. Они собьются в стаи и будут грабить на Москве торговцев. Начнется рэкет и так далее. То есть начнется бандитизм на России. Вот так вот. Потому что бандиты вернутся домой. Вы же прекрасно понимаете, что в отличие от украинских воинов, которые защищали свой дом, российские — это наемники, бандиты и убийцы. Когда такое количество наемников, это чистые наемники, вернутся домой, некоторым не доплатят, некоторым переплатят, некоторые свои деньги пропьют, там тоже начнутся соответственные моменты перераспределения имущества. Мы за этим еще будем наблюдать. Вот. Так что еще один момент. Зеленский таки едет в Рим. Там уже есть предварительные данные о том, что... Я не знаю, будет ли он встречаться там с Трампом, есть ли смысл. Он будет встречаться там с президентом ЮАР, с премьером Испании. Вот, возможно, еще будут официальные встречи. То есть посмотрим. Там уже целый ряд встреч предусмотрен. Посмотрим. Будет он там 26 числа. Соответственно, как-то так.
Да, ну и еще один момент, это по поводу вот этой бавовны во Владимирской области, друзья мои. Бавовна абсолютно шикарная, взрывы там продолжаются до сих пор. Почему оно там взорвалось, я не знаю, никто не знает пока что. Конечно, говорить о том, что ракеты взорвались из-за того, что кто-то там рядом покурил, это смешно говорить. Понятное дело, что их взорвали. Да, был второй мегавзрыв. Первый мегавзрыв был, когда оно первый раз взорвалось. Потом были одиночные взрывы, там взрывалось все, начиная от точек У, заканчивая ракетами для Града и артснарядами. А потом был второй мегавзрыв, вот, который тоже там в хламину все разнес. И, соответственно, 7 деревень эвакуировано оттуда, вот, и там сейчас во все стороны сыпется град из снарядов, осколков и так далее, и так далее. То есть ничего они там потушить так и не смогли. Вот. Ну а мы с вами ждем завтрашнего дня. Вполне возможно, что вот завтра будут для нас очень такие важные новости по поводу возможного, только возможного пока что, вот, окончания войны. Трамп, конечно, Трампу это очень важно, потому что он, несмотря на то, что окончание войны, он слил как бы все, что можно было переговаривать, он слил Путину до начала переговоров, он себе это запишет в позитив, вот, поэтому надо не уставать напоминать американцам, что фактически Америка повела себя подло, фактически она кинула Украину. Вот. Ну ладно, она бы нам ничего не была бы должна, если бы она нас не оставила без ядерного оружия, та же самая Америка. Вот. Поэтому об этом надо помнить всегда и поступать в отношении них точно так же, абсолютно так же, как они поступают в отношении нас. Еще один момент, друзья мои, да. Дружно взвыли наши недоблогеры, которые сбежали с Украины. Вот эти все Арестовичи, Шмарестовичи, вся вот эта вот чухня, которая там сейчас находится на Западе, которые сбежали в тяжелый момент, да, удрали и, значит, перевозбудились там на мирные переговоры, и сейчас вылизывают задницу Трампа. Ну, что я могу сказать? Этим лишь бы задница нашлась, они вылежут.